Всем привет, я Ксения Мельникова, журналист-международник. Сейчас внимание всех мировых СМИ приковано к встрече в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Саммит пройдет 16 июня. Это такой боксерский поединок в супертяжелом весе. Давайте разберемся, почему такой ажиотаж вокруг этих переговоров, что будут обсуждать лидеры и почему для этой встречи выбрали именно швейцарский город. Начинаем. Ни в США, ни в России такую встречу, конечно, нельзя было бы провести. Отношения между странами слишком плохие, чтобы кто-то из них решился бы посетить вражескую территорию. Какая-нибудь страна-член НАТО тоже для этого не подходит. Стать площадкой для саммита Путина и Байдена мечтали еще Финляндия и Австрия, но победила именно Швейцария, и не случайно. Хельсинки российские власти отвергли, скорее всего, учитывая, что Финляндия в последнее время все более тесно сотрудничает с НАТО, а Швейцария подходила как нельзя лучше. Это тоже довольно нейтральное и надежное место, но не только это. Во-первых, у Женевы есть для этого все необходимое – развитая инфраструктура. После Нью-Йорка Женева вторая по значимости штаб-квартира ООН. И у России, и у США есть здесь свои представительства, а также нормально работают разведки, на которые выделяют большие деньги. Не зря Женеву называют столицей мирового шпионажа. К тому же здесь будет несложно обеспечить безопасность для таких высокопоставленных гостей. Вообще Женеву в последние годы часто выбирают площадкой для важных переговоров. Здесь проходили бесчисленные раунды по сирийскому регулированию иранской ядерной сделки. Обсуждали ситуацию в Ливии и Йемене и касались кипрской проблемы. А в ноябре 1985 года прошли первые переговоры Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. Расскажу об этом чуть подробнее. К середине 80-х советско-американские отношения находились в упадке. Многие надеялись, что с приходом нового советского лидера ситуация изменится. Горбачев на Западе считался политиком нового поколения, довольно прогрессивным и современным. Противники Михаила Сергеевича считают, что Рейган, настоящий ястреб американской политики, разглядел в советском лидере такого податливого человека. На руку президенту США играл большой политический опыт и разница в возрасте. Рейгану было 74, а Горбачев был младше его на 20 лет. На переговорах было важно, что оба лидера понимали, между странами существуют глубокие разногласия и отношения нужно как-то перезапускать. Рейган стремился убедить Горбачева в том, что американцы не хотят гонки вооружений, но при этом намекнуть, что если Советский Союз ее продолжит, то его ждет крах. Решили провести переговоры 1 на 1. Вначале в американской резиденции, а потом в советской. Вы знаете, я люблю обращать внимание на разные дипломатические и невербальные приемы. Так вот, на этой встрече не обошлось без таких сигналов. Переговоры проходили в конце ноября. В тот день было очень холодно, с Женевского озера дул сильный ветер. Горбачев был в осеннем пальто и меховой шапке. Когда он подъехал к резиденции Рейгана, то тот вышел его встречать в одном костюме, без пальто и шляпы. Представьте себе фотографии, облетевшие мир. На них американский лидер выглядел энергичным, моложавым и физически крепким по сравнению с теплоодетым Горбачевым. Как потом рассказывали в окружении президента США, в прихожей он вначале тоже стоял теплоодетым, но, увидев укутанного Горбачева, решил его переиграть, и у него это получилось. Перевес был на стороне президента США. Но потом, когда встреча проходила в советской резиденции, Горбачев это тоже учел и вышел встречать американского президента в одном костюме. Так он показал, что теперь он с Рейганом на равных и диктовать условия никому не позволит. После окончания переговоров советский лидер назвал американского президента динозавром, а тот его твердолобым большевиком. Но вообще они друг другу понравились и установили личный контакт. Итогом встречи стала торжественная декларация о недопустимости ядерной войны, в принципе, ни к чему не обязывающий документ. Потом это привело к заключению договоров между Москвой и Вашингтоном об ограничении стратегических и наступательных вооружений и, как итог, к окончанию холодной войны. Возвращаясь к предстоящему саммиту Байдена и Путина и почему они выбрали именно Женеву, скажу, что большую роль здесь сыграли еще и двусторонние отношения США и России со Швейцарией. Москва относится к этой стране с симпатией. Берн, хотя и не признал аннексию Крыма, к западным антироссийским санкциям присоединяться не стал. То есть Швейцария ввела свои ограничения, которые похожи на те, что выбрал Евросоюз, но все же это не такие санкции. У США в целом тоже нет никаких возражений против Швейцарии, так что Женева показала, что она по-прежнему играет роль центра мировой многосторонней дипломатии. После того, как в Кремле и Белом доме официально подтвердили дату и место встречи Путина и Байдена, журналисты и эксперты стали ломать голову, что же они будут обсуждать и какими могут быть итоги саммита. Байден, в отличие от Трампа, более опытен. К тому же перед переговорами с российским президентом он встретится с западными союзниками. Он посетит саммит Большой Семерки и саммит НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сразу остудил весь пыл, заявив, что о новой перезагрузке речи не идет и никаких документов в Женеве подписывать не собираются. И вообще в отношениях двух стран накопилось слишком много негатива. Хотя чиновник все же отметил, что встреча эта, несмотря ни на что, очень важна.
Я бы не стала возлагать больших надежд на этот саммит. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорит, что в Вашингтоне не ожидают, что после саммита все станет легко и безоблачно. Наоборот, считает, что по-прежнему предстоят трудные беседы и конфронтации. Россия вообще тянула с ответом, поедет на эту встречу или нет. Провести саммит предложили американцы. Байден хотел бы провести встречу без заранее утвержденной повестки, то есть лидеры просто встретились и обсудили наболевшее. Но в Кремле к такому не готовы. Там опасаются, что вся встреча сведется лишь к нравоучениям со стороны американцев. Арест Алексея Навального, авторитаризм, нарушение прав человека и многое другое. В итоге решили утвердить список тем для обсуждения. Разговор предстоит напряженным. У Вашингтона и Москвы накопилось много претензий друг к другу. Низшей точки отношений достигли, когда только что переехавший в Белый дом Джозеф Байден, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что считает Владимира Путина убийцей. Россия отозвала для консультаций посла Анатолия Антонова, и он вряд ли скоро вернется в Вашингтон. Москва также посоветовала американскому послу в России на время вернуться домой. То есть ни о какой перезагрузке речи не идет, но все же позитивные изменения могут быть. Россия передала Вашингтону свои предложения по сотрудничеству в области стратегической стабильности и контроля над вооружениями. При Байдене, в отличие от Трампа, Москве и Вашингтону удалось за считанные дни договориться о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях. Не думаю, что президенты в Женеве смогут в деталях обсудить все аспекты стратегической стабильности, но точно смогут перезапустить регулярный двусторонний диалог по этой теме, то есть создать несколько специальных рабочих групп. Это просто необходимо. В середине мая произошел еще один неприятный инцидент – хакерская атака на Colonial Pipeline, которая едва не оставила без топлива все восточное побережье США. Американские власти сообщили, что там есть русский след, но нет доказательств, что к произошедшему причастна Москва. То есть раньше в Вашингтоне сразу бы сказали, что за этим стоят российские спецслужбы. А сейчас столь мягкое заявление означает, что хакеры, наносящие ущерб обеим странам, опасны как для США, так и для России. То есть своего рода предложение о сотрудничестве. Еще в 2013 году Путин и Барак Обама договорились сообща действовать в области информационно-коммуникативных технологий. Москва и Вашингтон подготовили двусторонние механизмы для обмена информацией. А на первой встрече Путина и Дональда Трампа на саммите Большой Двадцатки в Гамбурге американский лидер предложил создать двустороннюю экспертную группу для анализа проблем кибербезопасности. Но, к сожалению, вернувшись в Вашингтон, он передумал. Потом сотрудничество и вовсе прекратилось. Возобновить обмен информацией так и не удалось. Новая американская администрация в отношениях с Россией пытается балансировать. С одной стороны, необходимо показать избирателям решимость наказать Москву, а с другой нельзя допустить окончательного разрыва отношений с ней. Вторая тема, по которой президенты могут достичь прогресса, это дипломатические отношения двух стран. При Обаме между Россией и США начались посольские войны. Вашингтон и Москва массово высылали дипломатов. Раньше российско-американские сферы взаимодействия сводились лишь к безопасности и вооружению, но такая узкая направленность и завела их в тупик. Совершенно точно есть глобальные проблемы, по которым можно и нужно взаимодействовать. Это и борьба с пандемией, и климат, и международный терроризм. Интересы России и США, если не совпадают, то точно пересекаются в регулировании региональных проблем. Позиции двух стран наиболее близки в вопросах восстановления иранской ядерной сделки, урегулирования корейской ядерной проблемы, а еще ситуации в Афганистане. США выводят из этой страны свои войска. В целом они уходят не с победой, а захват власти талибаном – это лишь вопрос времени. Американцы хотят сохранить лицо и могут рассчитывать в этом на помощь России. Обсуждать еще будут Украину, Беларусь и Сирию, но там разногласий больше. Байден уже пообещал сообщить Путину, что Вашингтон серьезно озабочен действиями белорусских властей, а также пообещал представлять интересы Украины на переговорах. Учитывая, в каком состоянии сейчас находятся отношения Вашингтона и Москвы, надеяться на какой-то прорыв сложно. Стороны хотели бы сделать отношения более предсказуемыми и стабильными, но уже сам факт встречи двух лидеров довольно позитивен. А как вы считаете, кто кого сможет переиграть в Женеве? Каких результатов добьются Путин и Байден? И вообще, что они будут обсуждать? Пожалуйста, пишите в комментариях, я с удовольствием прочитаю. Если вам понравился этот ролик, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была Ксения Мельникова. Спасибо, что посмотрели это видео. Пока!